Сейчас сходу покажу некоторые направления, в которых двигаюсь. И это такая очень интересная техника рисования архитектуры, когда простая графическая история складывается в один общий, эффектный, большой, очень большой, смотрите, рисунок. И это сделано вот такими линерами. Это микроновские, но не очень обычные. Они вот такой тип долота. С одной стороны широкая, с другой стороны узкая. И поэтому можно рисовать и очень тоненькие линии, и очень толстые. Буквально поворотом ручки. И сейчас покажу, как эта большая штука выглядит в полном формате. Вот такой огромный лист. Вот он по сравнению со мной, это формат А2. Он большой. Сейчас поднесу поближе. Так выглядят детали. А вот так выглядит сам маркер в сравнении с этим большим листом. Большая история. Меня зовут Эдуард Кичигин. Если вы хотите научиться рисовать так же, как и вот вы видели в этом примере, то ссылка в описании к видео на мой платный сервис. Ну а если денег мало, то там много бесплатных плейлистов. Как рисовать линерами, маркерами, пером, тушью, вот все эти истории. И все забито под образовательный проектный контекст. Это то, что я рисовал ночью 23 мая. И я делаю такую ретроспективу, что происходило в разные годы 23 мая. И вот еще рисовал вот такую вот штуку. Сейчас покажу. Вот она. И это надпись Тесла. Сейчас, да, Тесла только без одной буквы. Так, наверное, будет более читабельно. Я рисовал вот эти буквы, потом двинулся сюда и здесь уже уснул. Уже не хватило сил на тренировки. Начинались тренировки вот с такого маленького эскиза, такой простой, ничего сложного нету. И можно тоже, если вы хотите, попробовать вот эту вот историю с маркером и движением вот в эту стилистику, то попробуйте начать с таких простых изображений. Это легко и нетрудно. Сейчас покажу, может быть, чуть побольше, чуть поближе, чтобы можно было рассмотреть. Переворачивать камеру не буду, но вот так вот проведусь подробненько. Это я какое упражнение делал, то, которое прям всем рекомендую для отработки. Это когда ты сидишь, смотришь фильм, а голова генерит вот такие вот пространства. То есть это не какой-то умный отработанный пейзажный план, это то, что можно генерировать в фоновом режиме без проблем, не напрягаясь, когда ты смотришь кино. И я смотрел какой-то фильм, ну, экшн-фильм Зака Снайдера, последний. И там много экшн-сцен. И одним глазом ты смотришь туда, а другим сюда. На экшн-сцены ты отвлекаешься и больше смотришь туда. А вот здесь на автомате двигаешь пером. Потому что я еще вел одновременно стрим. Да, стрим тоже выложу. И вот такие вот штуки можно генерить симпатичные в фоновом режиме. Сейчас покажу поближе. Вот такая вот любопытная архитектура получается. То есть, по сути, ты сидишь, ничего не делаешь, ты отдыхаешь, ты смотришь кино, и в то же время ты гоняешь свои тренировки. Вот, собственно, примерно вот так и происходит у меня драматическое наращивание уровня рисования. И, собственно, такой подход я вот тоже советую. Ручку, которую я использовал, я советовать не буду. Ну, вот, можете посмотреть, кому нужно. Но мне не очень понравилось, потому что она самая дешевая. Из тех, которые я мог найти в магазине, это 145 рублей в Комусе. Но она лишена достоинств перьевой ручки, как то вариативность линии. Собственно, из-за этого и стоит так брать перьевую ручку. Если вариативности линии нету, то какая разница, чем вы рисуете? Вы просто получите свой результат, который соответствует техническому уровню.
А сейчас немножко пройдусь про ретроспективе моих рисунков, которые сделаны были в разные годы 23 мая. И вот этот рисунок, это вот то, чем я обычно рисую, это перо звездочка, она превосходна, намного лучше, чем всякие маркерные истории или вот такие вот ручки, намного лучше. И пример графики с помощью ее. Вы видите, что она дает рельеф на изображении. И изображение получается как будто бы трехмерным. И еще миллион разных плюсов. Из чернил я посоветовал бы вот это вот Winsor & Newton'овские чернила. Они довольно дорогие. Они прям там 500, наверное, 450 рублей за банку стоят, но они стоят того. Прям если нормально работать пером вы хотите, то можно использовать чернила. Я их использую. И в прошлом видео я показывал картинку, которая сейчас висит в частной коллекции в Милане. Вот она нарисована как раз пером и тушью и вот этими виндзоровскими чернилами. Это 2019 год, и вот такая сувенирная чернильница, тоже купленная в Ватикане, с надписью «Италия», как я люблю Италию. И вот эти инструменты. То есть эскиз я делал карандашом, и потом по этому эскизу, по довольно условному, рисовал пером. И вот это уже Милан, я радостно сижу под этой картиной и подписываю другой лист. В раме смотрится любопытно, и вот рама это формат А2, а в руках у меня формат А3 поменьше. То, что я рисовал на вот этом более маленьком листе, вот, сейчас сходу не найду. Но обратите внимание, какую утонченную эстетику дает перо и тушь. Как это все графично смотрится, смотрится как прям книжная графика. Готовы идти в оформление какой-нибудь книги, или крутое оформление архитектурных чертежей или подачи, как у меня обычно выглядит в моих скетчбуках. И на большом листе это все смотрится превосходно. То есть моя графика может быть в скетчбуке, может быть проектные истории, архитектурные, пейзажные истории, и может легко идти на стену. Собственно, что и подтверждает там мои экспозиции и вот тот пример, который вы сейчас видите. Вот я до конца, видимо, не нарисовал. Тут я хотел еще добавить человечков. Вот, честно говоря, не помню, добавил или нет. Вот здесь вот сидят такие чумбрики. И это полупроектная история, и вот так она работает и выглядит. А 23 мая 2017 года я рисовал вот такой стиль. Это использование тоже перьевой ручки. Посмотрите на детальки, как это все вкусно и интересно работает. С чернилами Паркер, если ничего не путаю, и с техникой использования, размытия чернил с помощью водной кисти. И следующий рисунок, он в общем формате. Это я стоял на Невском и рисовал Елисеевский магазин, если я ничего не путаю. Там, где продают много вкусного шоколада сейчас. Сделал наброски, солил и подумал, что, может быть, я отработаю всю эту историю дома. Вот, видимо, не отработал. Я даже не представляю, где сейчас лежит этот набросок. Вот еще один момент, полезный для рисующих. Я обычно, если хочу получить с использованием воды, размытия воды и чернил хорошие эффекты, то я выбираю вот эту вот бумагу. Она не очень бюджетная, но она стоит того, вернее, она крутая по сочетанию цены и качества. Если думаете про акварельную бумагу, которая выше уровня, там, рыбачки, например, которые я тоже часто использую, а хотите взять что-нибудь вот такое, то бумага Canson, это такой прям крутой бренд. И у меня скетчбук был превосходный от Canson, и бумага вот эта вот от Canson тоже превосходная, мне очень нравится. И у меня на канале огромное количество вот таких таймлапсов и развернутых стримов, где я рисую и объясняю, каким образом это все рисовать. Вот видео, они в свободном доступе. Смотрите в описании под видео, очень много таких уроков. И можно за мной повторять и делать хороший результат. Если прям еще круче хотите научиться, то мой платный сервис Boosty, ссылка тоже в описании под видео. И вот можно смотреть и понимать, каким образом складывается эта стилистика, повторять за моими видео и самому научиться рисовать вот такой эффектной, красивой и благородной перьевой стилистике. Я на самом деле, как обычно, не очень доволен этим рисунком. Это были мои такие первые опыты обучения
графике, орнаменту, но, в общем, в принципе, он выглядит хорошо. Да, в принципе, он выглядит неплохо. И обратите внимание на то, как работает перо. Оно оставляет трехмерность на листе. То есть лист становится не плоский, а тушь, которую я использую, которая приходит на лист, и она работает, высыхает таким образом, что ты проводишь рукой по листу, и ты чувствуешь вот эту объемность, материальность, чего нет в современном цифровом мире. И это очень-очень-очень круто. Еще есть 23 мая 2019 года, нет, 2020 года. Это прошлая весна, и это та веранда, терраса, проект, который я делал, и брал вот эти вот паттерны графические из деревянного зодчества кижовского. И вот ребята рабочие, они со страшной силой шлифуют эти элементы веранды. Ну, на самом деле, очень много строителей отходили от проекта, но в результате я давлю, делайте как нужно, делайте как правильно, почему вы не смотрите чертежи. Ну, в общем, там была битва за это все, чтобы в итоге все выглядело более-менее прилично. Но, в общем, эффект сложился. И это получилось очень материальная и очень эстетская история, и очень основательная. Кладешь руку и чувствуешь силу, чувствуешь древность и такую историю. И вот ребята тоже штробят, делают рельеф у столбов. Ну, в общем, в итоге все выглядело очень-очень-очень круто. Особенно, когда туда еще пришел стол в этом стиле, то совершенно балдежный эффект. И тут я сижу еще, прорабатываю большой комплекс деревянного зодчества, который предполагался в Пудамягах. И, кажется, кушаю. Это, наверное, уже я среди ночи занимаюсь этим проектированием, как обычно. В общем, такой мой день, 23 мая, в разные годы. И вот, и все это связано со скетчингом проектной истории. Если нужно научиться, ссылка внизу в описании к видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, мне интересно, я обычно отвечаю на все. И всем хорошего дня, хорошего 23 мая нынешнего года. Всем чао-чао, меня зовут Эдуард Кичигин.